Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Каких только котиков у нас не было в гостях. И голых, и бесхвостых, и коротколапых. И еще будет много. Все кошки прекрасны по-своему. И поэтому сегодня у нас в гостях кошечка с восточным разрезом глаз. Встречайте турецкого вана, породу полудлинношерстных домашних кошек, созданную на основе популяции ванских кошек, которая происходит с территории, расположенной вокруг озера Ван, расположенного на Армянском Нагорье современной Турции. Согласно официальному определению, турецкий ван – это естественная порода, а данные генетических исследований показали, что турецкий ван является одной из древнейших пород домашних кошек. И поэтому начнем с минутки истории. По легенде, Господь благословил кошку, чтобы она уничтожила созданную дьяволом мышь, попытавшуюся прогрызть дыру в дне Ноева ковчега, чтобы его потопить. Кошка выполнила волю Творца и тем самым спасла семью Ноя, а значит и все человечество. В знак благодарности кошке Создатель благословил кошку и возложил на нее свою десницу. Так появился у кошки красно-каштановый ванский окрас и сама ванская кошка. Отпечаток же на левом плече в форме отпечатка человеческого пальца курды называют следом от большого пальца десницы Аллаха. Изображения белошерстных кошек с пушистыми хвостами встречались еще на ювелирных украшениях эпохи Урарту, исчезнувшего государства, занимавшего территории Армянского Нагорья. Современные же фелинологи считают родиной породы озеро Ван, относившиеся к владениям древней Армении, а впоследствии перешедшая к Османской империи. Именно в окрестностях этого водоема котофеи, именуемые Вана-Кату, тысячелетиями бесконтрольно плодились, промышляя рыбной ловлей и мышеловством. В Средневековье кошки с берегов Вана проникли в Европу вместе с крестоносцами и караванами купцов. Широкого признания, правда, в Старом Свете порода не завоевала, зато там к ее представителям приклеилось новое название – кольцехвостые кошки. Что касается современной истории ванов, то она началась лишь в середине 20 века. С путешествия британской журналистки англичанка получила в дар от местных жителей 2 котят. Пушистые питомцы покорили новоиспеченную хозяйку тем, что обнаружили неуемную тягу к воде и купаниям, не свойственные европейским котам. Эта интересная особенность ванов и сподвигла ее вновь вернуться в Турцию за дополнительной партией кошек, позднее ставших прародителями всех английских ванов. К 1969 году ван разводились в Европе, но лишь к 1971 году появилось более развернутое название – турецкая ванская кошка, а в 1994 году наш мурлык был признан официально. На сегодняшний же день импорт этих животных из Турции официально прекращен, а сами котейки объявлены национальным достоянием. Несмотря на различия в стандартах различных международных фелинологических организаций, все турецкие ваны имеют определенные внешние черты. Турецкий ван – это
довольно крупная кошка. Тело удлиненное, мускулистое, с хорошо развитой грудной клеткой пловца. Взрослые коты весят в среднем от 6 до 9 килограммов, кошки от 4,5 до 6. На хвосте у ванов в форме ёршика обычно 5-8 колец более насыщенного цвета, поэтому и кольцехвостые. Классическим окрасом шерсти породы турецкий ван является так называемый ванский окрас, когда в красно-каштановый цвет окрашен хвост и такого же цвета пятна располагаются на мордочке ниже основания ушей, а остальная часть шкурки белоснежного цвета. Однако в Турции признают только особей сплошного белого окраса с гетерохромией, разными глазами, в то время как фелинологические комиссии к этой разновидности породы относятся скептически. Ну а что же у нашей восточной красавицы с характером? Турецкий ван – очень интеллигентная кошка, которая любит ласку, хотя бывает и своенравной. Ванские кошки обычно очень энергичные и общительные, голос у них мелодичный. Эта кошка с удовольствием плавает, и у нее полностью отсутствует боязнь воды. Ванских кошек привлекает тихий звук воды, льющийся из-под крана. Обычно они играют со струйками, умываются и даже могут встать под слабую струю воды. А шерсть ванских кошек обладает водоотталкивающей способностью. А из-за того, что у них отсутствует подшерсток, их шерсть сохнет намного быстрее, чем у других кошек. Эта особенность как раз и позволяла ванам не только плавать, ловить сельдь и другую рыбу в теплой воде по берегам ручьев и рек. Эта шерсть сделала турецких ванов еще и кошками с пониженной степенью аллергенности. Принимая водные процедуры, чаще других пород кошек, животные смывают с шерсти самый главный аллергенный белок, провоцирующий чихание и слезоточение у людей с чувствительным иммунитетом. Турецкий ван – это смышленная, сильная и здоровая порода кошек без известных генетических нарушений, благодаря чему, если эту кошечку приручить и регулярно выпускать в вольер, то турецкий ван может спокойно бывать вне помещения, также и в зимнее время. Считается, что турецкий ван – это кошка одного хозяина, так как даже будучи привязанным ко всем членам семьи, ван особо выделяет кого-то одного. Кстати, ванские кошки-самочки более независимы. Если в доме живут ванский кот и кошка, то, как правило, кошка будет руководить. Стоит хороший породистый ван около $1000. Это цены питомников США и Канады. А какой ванский окрас больше всего нравится вам? Классический с рыжими отметинами или белый с разноцветными глазами? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!